Всем привет! По многочисленным просьбам я наконец покажу процесс приготовления заварного белково-масляного крема. Крем простой, вкусный, в меру жирный и в меру сладкий. И что важно, он универсальный. Подходит и в прослойке тортов, и для финишного выравнивания, и под мастику, и для шапочек на капкейках, и для кремовых цветов. Итак, для одной порции крема понадобятся такие продукты. Вообще белки я никогда не взвешиваю, но для видео взвесила. В зависимости от веса белков сливочного масла понадобится или чуть больше, или чуть меньше. Поэтому масло я всегда беру с небольшим запасом. И оно должно быть комнатной температуры. Сахар добавляю к белкам и отправляю их на паровую баню. Миска с белками не должна касаться воды, чтобы белки не перегрелись и не свернулись. Прогреваю белки, постоянно помешивая, пока сахар не растворится. Греть белки можно до температуры не выше 60 градусов. Чтобы проверить, растворился ли сахар, каплю массы можно растереть между пальцами. Масса горячая и без крупинок сахара, значит можно снимать с бани. В эту массу добавляю ванилина на кончике ножа и сразу начинаю взбивать белки миксером. Скорость сразу высокая. Взбивать белки нужно до тех пор, пока они не остынут, как минимум до 30 градусов. Это можно сделать и стационарным, и ручным миксером. Мой стационарный взбивает хуже ручного, поэтому этот крем я всегда готовлю именно с ручным миксером. Взбиваю минут 8 на высокой скорости. Затем скорость снижаю до 3, и уже идет не столько взбивание, сколько перемешивание белкового крема, чтобы его поверхность не начала подсыхать, пока ждем остывания крема. Вот белки остыли до 30 градусов. И в это же время сливочное масло имеет температуру 22 градуса. И это важный момент, разница температур должна быть не более 10 градусов. Тогда крем точно не расслоится. Продолжаю взбивание белков на высокой скорости и постепенно небольшими порциями добавляю сливочное масло. Когда первая порция масла объединится с белками, можно добавлять следующую. И вот этот момент, когда процент жира в креме преобладает над процентом влаги, и белковый крем прямо на глазах превращается по консистенции в масляный крем. Он становится густым и плотным. Как видите, масла понадобилось не все, немного осталось. После добавления последней порции масла крем взбиваю еще минуты 2. Это нужно, чтобы все масло равномерно взбилось до пышности. Приготовление крема закончено. Для прослойки торта использовать можно сразу же. Он пышный, воздушный и вместе с тем в меру жирный. Вот здесь хорошо видно его пористость, это воздух. Если крем предназначен для финишного выравнивания торта, то его еще нужно вымешать, чтобы выгнать пузыри воздуха. После вымешивания, которое займет минуты 4-5, крем станет более гладким. Также хочу показать, как хорошо этот крем держит форму. И покажу разные способы окрашивания белково-масляного крема. Можно использовать гелевый водорастворимый краситель. Сначала краситель как бы отторгается кремом, но потом все-таки вмешивается. Иногда при окрашивании водорастворимым красителем крем у меня расслаивался. Недолгое вымешивание миксером в таком случае спасало крем. Также можно окрасить крем жирорастворимым красителем. Лучше краситель предварительно растворить в капле растительного масла, а затем вмешать в крем. Это идеальный вариант. Цвет получится однородным и крем точно не расслоится. Если добавить краситель в сухом виде, то вымешивать крем до полного растворения частичек красителя можно бесконечно долго. Они все равно появляются. Чаще всего я использую этот крем для выравнивания и оформления тортов. Вроде бы я все рассказала, что знаю об этом креме. Если остались вопросы, задавайте их под видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!